Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видеообзоре мы проведем детальный анализ боя украинских военных против российского оккупанта на запорожском направлении, где вооруженные силы Украины понесли первые потери немецких леопардов в начатом масштабном контрнаступлении. А также продемонстрируем ложь российской пропаганды и то, что же на самом деле случилось на данном локальном участке наступления ВСУ на запорожском направлении. Речь пойдет о боях под населенным пунктом Малая Токмачка, неподалеку от Орехова. И начнем сначала с российской лжи, где по сказкам российской пропаганды вооруженные силы Украины натолкнулись на сильнейшее сопротивление противника, в результате которого будто бы десятки, если не сотни украинских бронемашин было уничтожено. Среди них российская пропаганда уже подсчитала горы немецких леопардов и американских БМП Брэдли. Кто-то утверждал, что колонна натолкнулась на минное поле, кто-то, что ее накрыли плотным огнем артиллерии. Были версии, что начался танковый бой и так далее. Много ходило слухов и домыслов в том, что же на самом деле там произошло, пока участники тех боев не выложили видео в сеть. Имеется в виду, пока украинские военные, которые были в этом бою в колонне из 47-й механизированной бригады ВСУ, не выложили видео боя, где видно, как были потеряны эти машины и в каком количестве. В общем, где видно все, как это происходило. Но перед тем, как мы посмотрим это видео и проведем анализ боя, важно подчеркнуть, что наступление вооруженных сил Украины в том районе имело как минимум два эпизода, то есть два разных отдельных боевых столкновения, а российская пропаганда стала выдавать их за один бой. Также нужно отметить, что в одном эпизоде были задействованы Леопард-2А4, вот этот эпизод. Конечно, там были потеряны некоторое число машин, но фейки российской пропаганды были в том, чтобы показать общественности как можно большие потери на одном узком участке наступления. Для этого, к показанному ранее эпизоду, российская пропаганда начала показывать фото совсем с других боев, а порой даже совсем с других фронтов. Например, во втором известном эпизоде на запорожском направлении участвовали уже не Леопард-2А4, а Леопард-2А6. Но российской пропаганде было выгодно показывать, как под артиллерией Российской Федерации будто бы уничтожены десятки машин. И все это на маленьком узком участке направления. И возможно, в эти фейки бы и поверили бы кто-то. Вот только во втором эпизоде украинские танки попали на минное поле, а не под огонь российской артиллерии. При этом они не были уничтожены, а под прикрытием своих сил покинули машины и отошли, что подтвердит видео дальше. Точно так же, как и в первом эпизоде, некоторые танки подорвались на минах, а не попали под огонь артиллерии. Некоторые украинские и зарубежные издания уже успели все это проанализировать и уточнить, что показанные российской пропагандой материалы боя были не одним боем, это были совсем два разных боевых столкновения с различной техникой в них, как минимум два. Но информация от вооруженных сил Украины пока не поступала, и вакуум в информационном пространстве сразу же начали заполнять российские фейки о якобы горах уничтоженной техники ВСУ. И сейчас мы исправим это, рассказав и показав правду, что же на самом деле там было и как. Значит, в первом эпизоде украинские войска действительно попали под обстрел вражеской артиллерии. Смотрим еще раз, как это было в уже показанном ранее ролике по представленным материалам российской пропаганды. Вот мы четко видим колонну техники и обстрел ее артиллерией. Снаряды взрываются везде в поле. Также видно, горит некоторая техника, но по силуэтам четко видно, что это точно не танк и даже не БМП. Как выяснится позже, это грузовые автомобили. Известное издание Deep State, и не только оно, а многие издания другие также, уже успели сделать анализ на основе представленного российской пропагандой видео. И вот эти материалы они выложили в сеть. Значит, вот колонна украинской техники с танками Леопард-2А4. Они едут по дороге вдоль полезащитных лесопосадок. Как видим, одна единица техники уже была поражена, огонь и дым. Вот этот снимок с другого ракурса. По мнению исследователей, это Леопард-2А4, он подорвался на мине. Правда, по фото и видео на танк это совсем не похоже, габариты другие и воспламенение тоже. Также горит 3 единицы техники. Российская пропаганда утверждала, что это
танки и БМП Брэдли, а потом стало известно, что это оказались грузовики, по-видимому с провизией, боеприпасами и всем необходимым для военных амуницией. Вот эти 3 единицы с другого ракурса. Возможно, в кого-то попали артиллерией или из ПТРК. Возможно, часть из техники подорвалась на мине. То есть можно сделать вывод, что 1 единица техники подорвалась, за ней еще 3 грузовика сгорели. Вся остальная колонна пошла дальше. Дальнейшая ее судьба не попала на видео российской пропаганды. Однако из информации, обнародованной вооруженными силами Украины, стало известно, что в этой колонне 1 танк Леопард-2-4 подорвался на мине. Также стало известно о потере 3 грузовиков и повреждении нескольких бронемашин. А все дальнейшие кадры из представленного российской пропагандой видео имеют отношение к совсем другим участкам боевых действий, к другим подразделениям, оснащенным совсем иной техникой. И, кстати, танки, которые успели подорваться дальше на минах, в тот же день были эвакуированы, а потом восстановлены ремонтными бригадами в тылу. Что будет дальше показано в видео, где они были повреждены, а потом как они уже были отремонтированы. А пока автор хотел бы проанализировать именно 2-й эпизод, где 47-я мехбригада ВСУ попала на минное поле. Этот эпизод вы можете посмотреть сами. Итак, как видно по видео, его снимает боец ВСУ из БМП Брэдли. Это отчетливо видно по характерному для этой бронемашины боевому модулю и его вооружению. Первое, что видно, часть колонны стоит, а часть БМП уехали обратно. Одна из них подорвалась на мине, именно уезжая назад, отступая. При этом видно, что рабочая БМП, из которой ведется видеосъемка, прикрывает отход своих войск, ведя огонь по рашистскому оккупанту. Военные из поврежденных БМП все повыпрыгивали наружу. Идет команда залазить на броню, оставшейся на ходу, и эвакуироваться. Да, наступление на этом участке не вышло. Частично. При этом видно, что враг не имеет на данном участке ни танков, ни крупного противотанкового вооружения. Имеется в виду пушки, артиллерия, бронетехника и так далее. То есть украинские военные прячутся за подбитые бронемашины, но они целые. Значит, по ним не ведется огонь из тяжелого вооружения. Возможно, были применены РПГ или ПТРК, поэтому огонь украинской Брэдли прикрывает пехоту и колонн в целом при отходе, не давая возможности противнику начать огонь из противотанковых средств, да и из стрелкового оружия по пехоте в том числе. Скорее всего, это окопы российских войск, а перед ними все поля были заминированы. Нужно отметить, что все западные бронемашины оснащены тепловизорами. Это касается и БМП Брэдли. Поэтому, несмотря на подрыв рядом, пыль и дым, украинские операторы бронемашины продолжали вести огонь по противнику. Также, как только противник высовывается из окопа, его сразу же хорошо видно в тепловизор. Поэтому огонь из такой техники очень точный и, главное, эффективный. Нужно отметить, что главное это жизнь и здоровье солдат. Так вот в этом бою высокое качество западной техники, в том числе ее противопульная и противоминная стойкость, спасли жизни и сохранили здоровье многих украинских солдат. Далее они эвакуируются на оставшейся на ходу технике, в том числе и на этой БМП Брэдли, которая прикрывала их отход. Ну а техника, подбитая техника, будет также эвакуирована и восстановлена. Большинство из нее снова станет в строй после того, как вооруженные силы Украины в тот же день уже займут эти позиции и выбьют российских военных, засевших в этой лесопосадке и не только в ней. Обо всем этом вы узнаете далее. То есть именно в этом бою потерь личного состава практически не было. А подорванная на минных полях техника почти вся подлежала ремонту. Хотя в целом, конечно же, любое наступление сопровождается с потерями военных. И, к сожалению, и в этом наступлении в целом они были, о чем и заявили в вооруженных силах Украины. Также на фото Deep State исследователи указали, что это Леопард-2-4. На самом деле оказался Леопард-2А6. А вместо гусеничных бронетранспортеров М113 оказались БМП М2 Брэдли. Почему исследователи так ошиблись? Все просто. Они взяли российские материалы и посчитали, что это все одна и та же колонна техники, которая продолжила движение после артобстрела, где потеряли 3 грузовика и 1 бронемашину.
Поскольку в этой колонне были Леопарды 2А4 и бронетранспортеры М113, то эксперты издания посчитали, что это был один и тот же бой и одна и та же колонна. Поэтому и решили, что далее на минных полях подорвалась именно эта колонна с этой техникой. А на самом деле российской пропаганде доверять ни в коем случае нельзя, потому что это оказались совсем разные колонны и совсем разные военные подразделения. На самом деле на минное поле заехала техника 47-й мехбригады с леопардами 2А6, а вместо М113 бронетранспортеров там были боевые машины пехоты Брэдли для штурма. Теперь разбираем суть, как так вышло. И смотрим вот на это фото. Это с переднего ракурса. Посмотрите, в чем суть. На видео мы видели, что колонна начала вести огонь по противнику. Это означает, что войска действительно уперлись в российскую оборону. Также мы видели, что некоторые БМП уже успели уехать обратно, а одна из них подорвалась на мине, уезжая. Вот она. Это как раз, когда из БМП велся огонь, и украинский боец снимал видео. В чем тут суть? Видите вот эту бронемашину? Это инженерная машина разминирования на базе танка Т-54-55. Кстати, именно такие очень часто доставались украинской армии в виде трофеев при освобождении украинских территорий от российской армии. Они не раз попадали в кадр на фото и видео трофейной российской техники. Так что, скорее всего, это российский трофей, который заполучили в боях вооруженные силы Украины и использовали его уже в своих целях. Что это машина разминирования, хорошо видно по ее тралу спереди, а также по отсутствию башни. А то, что это именно на базе Т-54-55, видно по каткам. Их, во-первых, 5 пар, а у основных боевых танков их 6. И между первой и второй парой имеется зазор. Такой характерен именно для танков Т-54-55 и его модернизации, имеется в виду Т-55. Например, у Т-62 такой зазор на задней паре катков, а у Т-54, как видим, на передней. Так что это однозначно инженерная машина на базе танка Т-54 или Т-55. Вы знаете, покопался в сети и нашел, что это за антиквариат такой. Если быть точным, это советская БМР-2. Так и переводится «боевая машина разминирования». Их создавали на базе танков Т-54Б. И что интересно, разработана она была в Украине в 482-м конструкторско-технологическом центре в Киеве в 1980-х. В Украине таких почти не осталось, за исключением российских трофейных. Во-первых, в Украине было мало танков Т-54-55, а во-вторых, их успели заменить на более новые образцы инженерных машин. А вот на России танков Т-54 было очень много. Их начали модернизировать до версии Т-55, а также успели очень много переоборудовать в такие вот машины разминирования. И поставили их в том числе и на хранение. Естественно, в масштабной войне они были сняты с хранения и отправлены в Украину, где часть из них также стали украинскими трофеями. Эти машины не имеют фактически никакого вооружения, серьезного имеется в виду, боевых модулей, мощных и так далее. Там есть только пулемет НСВ калибром 12,7 мм. С таким вооружением она, естественно, не могла двигаться вперед и форсировать вражеские позиции. Поэтому и уступила дорогу бронемашинам с более мощным вооружением. Так вот, как становится понятно, эта машина шла спереди колонны и перед приближением к передовым линиям обороны противника отъехала в сторону. Почему так? Как мы знаем, у Т-54-55 очень слабенькая броня. Это означает, что эта машина дала дорогу танкам и БМП, потому что уперлась в оборонительные позиции. Теперь смотрим. Эта машина также наехала на мину. Это видно по сброшенной гусенице. Она стандартно скатилась вперед и уперлась в противоминный трал. Вот она. Ее хорошо видно. Кому-то может показаться, что это не гусеница, а сами катки тралов. Но это не так, потому что катки трала намного меньше по диаметру. Вот на фото один из них, запасной, имеется на верхней лобовой детали бронемашины. Как видите, его размеры куда меньше. Точно так же, как и с правой стороны видно, что каток тоже намного меньше.
Ну и чтобы развеять все сомнения по этому поводу, еще раз представляю вам фото такой машины. Как видно, катки трава там очень маленькие по диаметру. Более того, посмотрите, рисунок такого трака очень архаичный. Прямоугольники в шахматном порядке. А на фото поврежденной техники отчетливо видно, что рисунок там имеет прямые горизонтальные линии. А такой рисунок имеет только гусеница танка Т-54. На этом фото это точно все видно. Видите, пальцы траков имеют строгое горизонтальное расположение, как и рисунок самих траков. А катки минного трава шахматные, прямоугольные. При этом, чтобы убедиться еще больше, давайте посмотрим вот еще на это фото. Тут вообще очень хорошо виден рисунок катков трава и их размер, а также рисунок гусеницы с поперечными горизонтальными линиями траков в местах пальцев, соединяющих эти траки между собой. А теперь давайте снова сравним с фото из боевых условий. Как видно, это не каток трава. Это однозначно сброшенная гусеница машины разминирования БМР-2. И возникает вопрос, а как так? Ведь трал спереди и должен был взрыхлить мину и дать возможность проехать машине. Ответ на этот вопрос кроется в следах. Видите, тут две вспаханные колеи. Машина ехала спереди, колонны. Видимо, потом натолкнулась на позиции противника. Но просто развернуться или повернуть на месте она не могла, потому что экипаж военных знал, что мины могут быть между колеями от трала. Поэтому она, скорее всего, остановилась, потом отъехала назад, потом повернула правее, а потом чуть проехала вперед, освобождая дорогу для колонны. А потом, видимо, танкисты чуть повернули машину в сторону, например, чтобы колонне было удобно проезжать. И в этот момент при повороте все-таки задели мину между колеями. И все, машина стала. Также, возможно, танкисты хотели развернуться и начать расчищать дорогу для отступления обратно, в момент, когда передовые машины натолкнулись на мины. И тогда также могла задеть мину, поворачивая на месте, и полностью остановиться. Как видим, главной проблемой военных стало то, что вся колонна попала на плотное минное поле. Непонятно, в каком порядке они шли и как подорвались. Одно можно говорить точно. Видите эту БМП и танк. Четко видно, что БМП подорвалась, едучи вперед. Воронка от мины хорошо видна. Также видно и вот эту БМП за танком. Тоже без гусеницы, тоже раззулась. Значит, тоже наехала на мину. А вот танк удивительным образом подорвался именно задними катками. Видите вот этот каток от мины? Он как раз в кормовой части. А теперь посмотрите, как этот танк вплотную стоит кормой к БМП. По всей видимости, так случилось потому, что изначально танк ехал спереди. Он проехал дальше вперед и не задел мин, а когда за ним сзади в колонне подорвались боевые машины пехоты, видимо, он решил сдать назад и прикрыть собой эти БМП. Но, сдавая назад и подъезжая ближе к этим бронемашинам, также наехал на мину и подорвался. Именно этим и объясняется подрыв задних его катков. Также нужно уточнить, что по всей видимости первой в колонне подорвалась именно вот эта БМП Брэдли. Далее бронемашины колонны начали объезжать ее, кто справа, кто слева. Это хорошо также подтверждают вот эти следы техники на траве. Они все объехали поврежденную бронемашину и поехали вперед, продолжать атаку. А одна из них, объезжая, решила съехать левее по своему борту и наехала на мину. Вот она. Возможно даже, что это была вторая по счету БМП, которая подорвалась на мине. И именно поэтому в дальнейшем вся оставшаяся техника поехала объезжать их намного дальше, намного правее, и там оставила на траве свои следы. Именно эти машины потом развернутся и будут ехать обратно, когда наступление не удастся. А все по той причине, что между поврежденными бронемашинами образовалось неприкрытое пространство.
и танк начал давать задний ход, чтобы прикрыть собой эвакуацию десанта из поврежденной бронемашины, и подорвался на мине, сдавая назад. После этого стало ясно, что колонна потеряла сильно много техники, и она была повреждена. А значит, форсировать позиции россиян уже не было чем. Видимо, тогда был отдан приказ об начале отступления. В итоге БМП Брэдли, которые оставались спереди, успели развернуться и начать отступать. Именно отступая, они снова подорвались на минах, объезжая уже выведенную из строя технику ранее. Судя по фото, вот эта БМП подорвалась, когда уже двигалась обратно, так как она развернута кормой к противнику. Ну а далее история нам уже понятна из видео, где несколько машин Брэдли успели уехать обратно, развернувшись перед этим, а одна, проехав рядом с танком, также наехала на мину. А БМП, которая вела огонь, прикрывая отход, стояла сразу за танком. Тут ее нет, значит, она благополучно успела прикрыть отход основных сил и потом уже уехала сама. Вот такая вот вышла реконструкция боя по имеющейся информации в сети. И очень важный момент. Давайте попробуем теперь разобраться, почему же так произошло. Ведь на фото и видео видно, что следов артиллерии нет. Также у противника отсутствовала тяжелая техника в этой точке. Значит, техника не смогла преодолеть именно минное поле. И чтобы сохранить жизни и боеспособность бойцов, был отдан приказ отойти. При этом многие в соцсетях начали кричать, что, мол, вот, отправили колонну на убой и так далее. Сразу же ответим, что это не так. Ведь, как видим, инженерная машина в колонне была, как раз та на базе Т-54-55. Но вот в ней и оказались проблемы. То есть тут основную роль сыграло именно недостаточное техническое оснащение вооруженных сил Украины. Понимаете, посмотрите на факты. Вся проблема оказалась в том, что в этой колонне шла инженерная машина без башни. То есть что получилось? Когда колонна шла на марше, эта машина очень даже хорошо расчищала проход от мин для всей колонны техники, которая следовала за ней. Это хорошо видно по следам. Она прямо-таки вспахивала почву, расчищая ее от мин. Но потом, когда колонна уперлась в оборону противника, эта машина не могла ехать дальше и расчищать путь для всей техники. Именно из-за отсутствия вооружения и слабой брони ей пришлось съехать вправо и дать дорогу уже боевым машинам с вооружением. То есть далее вперед поехали танки и БМП. Но противоминных тралов на них не было. Вот они и наехали на мины и подорвались. То есть если бы это был, например, танк с противоминным тралом, то он бы продолжал ехать вперед, расчищая дорогу от мин, и колонна следовала бы за ним. При этом он бы первым вышел на позиции противника, ведя по ним огонь, а за ними, по расчищенным следам, вышла бы и вся колонна. И она также открыла бы огонь прямо по передовым позициям оккупанта. Начался бы штурм позиций. Это означает, что если бы боевой танк был с противоминным тралом, то вся колонна ВСУ заехала бы прямо на позиции оккупанта и разгромили бы его. То есть вся проблема в том, что основной боевой танк в колонне не имел противоминного трала. Точно так же, как и любая другая именно боевая техника, также его не имела. Способная самостоятельно вести огонь, имеется в виду. Трал имелся только у небоевой инженерной машины, а она не могла, выйдя на позиции противника, вести по нему огонь, ведь боевой модуль у нее отсутствовал, как и надежная броня. Поэтому вместо штурма позиций мы имеем много поврежденной техники на минном поле. Кстати, важно уточнить, что уничтоженная полностью техника практически отсутствует. Везде имеется только поврежденная ходовая после мин. Танк, кстати, тоже фактически целый. Повреждена только его ходовая. Экипажи и десант боевых машин практически без потерь. Все эвакуировались. Но проблемой этого наступления стала вот эта старенькая инженерно-саперная машина. А теперь очень прошу военных, которые смотрят это видео, возьмите на вооружение эту информацию, которая будет дальше. Также по возможности попытайтесь довести ее до ваших командиров и солдат. Это очень важно.
Ведь именно из-за массового отсутствия тралов на танках вооруженным силам Украины приходится ехать в колонне, которая крайне уязвима для артиллерии противника, а также становится крайне сильно уязвимой к минному воздействию. Не может одна вот такая машина тянуть за собой все наступление. Ведь перед позициями противника, как правило, мин намного больше, всегда. И территория заминирована также всегда, прямо аж до окопов врага. Поэтому в любом случае такая инженерная машина в самый нужный момент перед самыми позициями противника не может ехать дальше и вести за собой колонну. Ей приходится съехать в сторону, потому что ей нечем воевать. У нее нет ни башни, ни боевых модулей, ни хорошей брони. Одним имеющимся на ней пулеметом калибром 12,7 мм позиции не штурмуют. А как только она пропустит колонну вперед, то без тралов эта колонна будет дальше подрываться на минах. Это не выход. Если на вооружении армии не хватает противоминных тралов, самое время в экстренном порядке попросить их в помощь от союзников Украины. Сделать это нужно как можно скорее, тралов нужно как можно больше, вплоть до того, что каждый второй танк должен быть ими оснащен. Вы видите, как россияне минируют позиции. У России мало более-менее современной техники, зато мин с советских складов еще более чем предостаточно. Вот они и минируют все и везде, как только можно. Это вопрос номер один. Второй вопрос. Снова-таки, ввиду отсутствия этих противоминных тралов, вооруженные силы Украины наступают колоннами. Но где вы такое вообще видели, чтобы наступать колоннами? Неужели пример рашистских колонн ранее вас ничему не научил? Но я понимаю, что иногда действия на фронте требуют кардинальных решений, порой очень экстренных, а иногда и очень рискованных. Приходится идти на помощь своим подразделениям по фронту или делать быстрые марш-броски, наскоки и так далее. Но нужно стараться наступать вне колонн, рассредотачивая технику. Вообще движение колоннами – это же даже как-то дико звучит. Не знаю почему так, то ли это отголоски советской военной школы, то ли нужда заставила ввиду отсутствия противоминных тралов. Но это проблема, реальная проблема. В военной науке, в практике есть такое понятие, как армия на марше и развернутая армия. Понимаете? В колоннах ходить можно только на своей территории, когда армии ничего не угрожает. А когда колонна на марше приближается к передовой, ее нужно развертывать. Развертывать – это когда бронемашины выстраиваются, например, в шахматном порядке и занимают значительную ширину фронта. Развернутая армия ведет огонь более эффективно, точно так же, как и попасть по ней куда сложнее, ведь она расположена, рассредоточена на намного большей площади. К примеру, 20 машин могут идти фронтом шириною в 100 метров и атаковать под разным углом противника, прикрывая друг друга. Накрыть такую группировку непросто, это очень большая площадь. Вот покажу вам схематически. Вот, допустим, войска из 20 машин идут фронтом в 100 метров. Накрыть их артиллерией весьма сложно, они занимают большую площадь. Они прикрывают друг друга, ведут наступательный огонь. То есть, чем лучше рассредоточена техника, тем она имеет большую выживаемость. Но опять же, чтобы иметь возможность наступать широким фронтом и в рассредоточенных боевых порядках, большинство этой техники должно иметь противоминные тралы, чтобы в случае попадания на минные поля эта техника могла свободно двигаться и расчищать дорогу себе и другим следовавшим за ней боевым машинам. Большим преимуществом такого наступления является то, что техника наступает под прямым углом к обороне противника, то есть враг находится в основном спереди по фронту. То есть ответный огонь противника сдерживается лобовой проекцией брони техники, где она максимально толстая. Также с различных участков фронта техника имеет возможность атаковать противника под невыгодным для него углом атаки, то есть попадать по противнику сбоку. Например, когда с южного края атаковать центр или наоборот. Это как пример. Также противнику будет трудно атаковать другие участки наступления, ведь поворачиваясь к ним, он будет атакован прямо идущими на него наступательными силами.
А теперь давайте посмотрим, что у нас выходит в случае, если техника идет колонной. Вот видите, на этом рисунке удалось разместить всего половину из 20 единиц техники. Что мы имеем в итоге? Это то, что удобно вести огонь спереди только передовым машинам колонны. Вся техника, идущая за ними, находится в невыгодном положении, а также находится под невыгодным углом по отношению к противнику. Во-первых, если техника растянется, то уже бить по противнику будет неудобно из тыла и из центра колонны. К тому же рельеф может не дать такой возможности. Это если колонна из 20 машин растянется по узкой дороге, например, на дистанции от 300 до 500 метров. А это немного, учитывая, что сама техника будет иметь габариты от 6 до 11 метров, если это танк, к примеру. Таких 20 единиц. Вот вам и уже общая длина порядка 200 метров. А еще нужно обеспечить интервал между бронемашинами. Если взять интервал между ними все те же 10 метров, хотя это очень мало, то как минимум добавляем еще 200 метров к длине колонны. То есть минимальная длина колонны из 20 машин будет составлять 400-500 метров. Сзади идущие машины уже даже не могут заметить противника. Им также может мешать холмистая местность или лесопосадки. В целом в общем рельеф и растительность. А передние бронемашины тем временем уже могут вступить в бой. Причем в бой с широким фронтом противника. И что будет? А то, что фактически колонну будут уничтожать по одному по мере ее приближения. Более того, участок узкий, и туда артиллерии будет очень легко пристреляться и поразить цели. А разъехаться машины в колонне не смогут, так как им будут мешать заминированные поля. То есть по факту колонна будет в ловушке. И это еще не все. Поскольку колонна находится под невыгодным углом атаки по отношению к широкой линии обороны противника, это означает, что противник сможет поражать колонну фактически сбоку, то есть в борта техники, где бронетехника менее всего защищена. Вот автор показал схематический огонь противника фактически в борта бронетехники с флангов с салатовым цветом. Причем, чем ближе колонна к линиям обороны противника, тем угол атаки в борт увеличивается и будет приближаться к 90 градусам, то есть близким к прямому углу атаки в борт, что дает противнику неоспоримое преимущество по поражению техники в колонне именно в борт. А ответить достойно колонна не сможет, потому что как только будет поворачиваться лобовой броней к противнику, например, по левому борту, то она автоматически будет открывать свои борта противнику по правому борту. Вот автор это все отдельно схематически изобразил. Если вот эта техника поворачивается фронтальной броней на один из участков флангов противника, то сразу получает прилет со второго фланга обороны противника. И точно так же наоборот. Поворачивается на правый фланг, получает прилет в борт с левого. В общем, для эффективного боя техника должна находиться к нему фронтальной частью брони. А если техника идет в колонне, это фактически уже невозможно. То есть, как бы в этой передряге техника не вертелась, она для флангов обороны противника будет открывать свои уязвимые борта бронемашин, а значит будет с легкостью уничтожаться. В общем, в целом, что мы имеем в итоге? Это относительно узкий участок фронта, куда при попадании артиллерии буквально нескольких боеприпасов, это сразу же приведет к масштабным потерям. Площадь поражаемого участка намного меньше. И 5 прилетов, всего 5 прилетов в этот район с большой вероятностью поразят большое количество бронетехники и живой силы. А такие же 5 прилетов вот по такому полю, где имеется развернутая группировка, может вообще пройти все мимо. Видите, чем сильнее рассредоточена и лучше техника, тем в нее труднее попасть. А на узком участке фронта вообще достаточно пристреляться в один район, в одну дорогу, к примеру, и при появлении там техники, туда в одну точку будет бить вся артиллерия противника. Поэтому перед битвой
Армии, батальоны, полки и взводы всегда нужно развертывать. Они должны быть рассредоточены. Концентрируя их всех в одной точке в колоннах, вы подвергаете их концентрированному быстрому уничтожению. Но для развертывания подразделений на полях необходимы минные травы на многих танках, потому что поля могут быть усеяны минами. Поэтому если много танков будут с травами, они смогут продвигаться к противнику широким фронтом с различных направлений, то есть и вдоль лесопосадок, и прямо посреди поля. А за ними будут следовать боевые машины пехоты. Танки будут с травами расчищать дорогу. А сегодня мы наблюдаем картину, когда танки лишены этих травов. И поэтому приходится всей колонне ехать всего лишь за одним тральщиком. И ехать, естественно, в колонне по тем следам, которые он расчищает. Это невозможно так. Это огромные потери. Риск огромных потерь. В итоге вся колонна подвергается риску уничтожения. Противнику легче устраивать засады. В данном случае мы все знаем, как вооруженные силы громили оккупанта под Угледаром, как заманивали его в минные ловушки на полях. Зачем повторять эти же ошибки? Тогда противник не мог двигаться по пахотным полям после дождей и в весеннюю распутицу. Ведь после дождей и в весеннюю распутицу они стали непреодолимой преградой для танков Т-72 и Т-80, ходовая которых не предназначена для почвы с низкой несущей способностью. И эти российские танки грузли прямо посреди полей. Поэтому российские военные боялись посылать их просто через поля, зная, что они там забуксуют. Сейчас лето, почвы твердые. Большинство техники пройдет и по полям при необходимости. Не нужно этих тактик движения колоннами. Это слишком опасно и подвергает лишней опасности украинских защитников. Нужны просто-напросто как можно больше травов для танков, и чтобы армию в наступлении рассредотачивали. На военном жаргоне это называется развертывание армии и подразделений. Это необходимо для лучшей эффективности наступления и, главное, сохранению жизни и здоровья украинских защитников. Слава им, честь и хвала. Также важно подчеркнуть, что мы отталкиваемся именно от того, как прошло это анализируемое контрнаступление. В целом ситуация по другим фронтам, возможно, является совсем другой. Может, там и подразделения развертывают перед наступлением, может, там и тральщиков хватает, утверждать ничего не будет. Эта информация касается только анализируемого отдельного боя на запорожском направлении, так как много информации о нем уже имеется и находится в сети. Еще есть некоторые моменты, которые обязательно должны присутствовать в наступлении широким фронтом с рассредоточенной техникой. Это то, что важно в рассредоточении, то, чтобы бронемашины не находились слишком далеко друг от друга. Расстояние должно быть таким, при котором они смогут все вместе прикрывать друг друга при необходимости. То есть атаковать противника с разных точек ширины наступательного фронта. Таким образом прикрывать друг друга. В движении колонны это крайне трудно сделать, ввиду того, что вся колонна спереди и собой закрывает частично противника спереди. И еще один важный момент, который нужно учесть для повышения эффективности атак. Вооруженные силы Украины оснащены западной техникой, где, как мы говорили ранее, большинство из нее имеют тепловизоры. Это дает большие преимущества в атаках в ночных условиях. Российская армия более отсталая в этом плане, и у нее уже давно наблюдаются проблемы с теплаками. Поэтому порой атаковать ее лучше именно ночью. Но для этого нужно как можно больше тепловизоров и для пехоты в том числе, которая будет проводить зачистку ночью. Значит, на тепловизорах для пехоты нужно также сделать акцент. В любом случае, даже наличие преимуществ в тепловизорах на технике дает вооруженным силам Украины значительное качественное техническое превосходство над российской армией. И это нужно обязательно использовать по максимуму. Ведь это может сохранить жизни и здоровье многих украинских защитников. Также важно подчеркнуть, что по данному бою имеется еще интервью бойцов, снимавших видео боя из своего БМП Брэдли. Так воин с позывным «Чех» дал интервью по деталям этого
боестолкновения. Сейчас появилось видео с украинской стороны, и оно продемонстрировало еще один пример настоящего героизма наших воинов, которые в сложной ситуации не дезориентировались, а продолжили выполнять боевую задачу. На кадрах видно, что несколько бронемашин из западной техники остановились, так как не смогли ехать дальше. Но они не были полностью уничтожены. Бойцы же, прикрывая друг друга под вражеским обстрелом, помогали собратьям эвакуироваться с поля боя, который происходил около 4:30 утра. Защитники признались, плохая новость в том, что они действительно потеряли «Леопард-2» и БМП «Брэдли», однако им удалось сберечь личный состав. Это важнее, ведь в украинской армии самое ценное – жизнь человека, а технику можно отремонтировать. А вот что заявил еще и непосредственно сам боец. Ну что вам сказать? Сегодня мы делали то, что и всегда. Давали русским пи... Дальше вы поняли, что он имел в виду. Таких вкусных, от души. Наша арта отработала на 110%. Сколько трупаков осталось на той стороне, мы, наверное, никогда и не узнаем. Радейки их трещали, кричали, матерились, плакали. Рассказал боец-чех с передовой на запорожском направлении. По его словам, затем воины пошли вперед при поддержке «Леопардов» и «Брэдли». И тут, признался он, две новости. Плохая в том, что потеряли несколько БМП «Брэдли», сначала российские мины сработали, затем птуры оккупантов подтянулись и достали такие гады. Хорошие новости. Отличная техника. Личный состав сохранила. Удалось выйти из этой передряги практически без потерь. Техника такое, заберем обратно с процентами. Да и свою отремонтируем. А в общем-то следите за новостями, ведь на самом деле мы еще ничего даже не начинали. Интригующе подытожил защитник. Из заявления украинского защитника следует, что по украинским защитникам, которые натолкнулись на мины и отступали потом, враг вел огонь из ПТРК. И некоторые бронемашины были повреждены. Возможно, именно с этим и связан тот факт, что когда Брэдли выезжали обратно, одна из них вела очень плотный огонь по противнику, прикрывая отход своих. Что подтверждает наш анализ, проведенный ранее по имеющимся материалам. При этом боец уточнил, что перед наступлением позиции врага отработала украинская артиллерия. Потери были большие, судя по радиоперехвату. То, что боец указал, что войска отступили, чтобы перегруппироваться и продолжить контрнаступление, где они вернут технику и захватить еще и трофейную российскую, означало, что да, подразделение сохранило боеспособность, потери были минимальные, а техника ремонтируема. Также боец похвалил западную технику, которая фактически в такой ситуации спасла жизни солдат и сохранила их боеспособность. Тут нужно отметить, что стандарты НАТО в технике по станах 4569 и по противоминной защите обязывают всю западную технику иметь высокую противоминную стойкость. Поэтому западная техника доказала на практике свое огромнейшее превосходство в этом плане на поле боя по сравнению с советской и российской техникой, которая фактически не отвечает подобным натовским стандартам вообще. Также нужно отметить, что вооруженные силы Украины уже успели отвоевать те позиции и вернуть утраченную технику под свой контроль, о чем вы узнаете далее. То есть украинские военные перегруппировались, продолжили наступление, разгромили на том участке российского оккупанта и эвакуировали свою технику для ремонта и восстановления. О чем, конечно же, российская пропаганда забыла уточнить или не захотела. А мы сделаем здесь и сейчас на этом акцент. Нужно сказать, что этот бой был в 3,5 километров на юго от населенного пункта Малая Токмачка. Также следует отметить, что по некоторым сводкам вооруженные силы Украины уже закрепились у поселка Работино. Про это стало широко известно 10 июня. Также появилась информация о том, что в этот поселок уже вошли вооруженные силы Украины и идут тяжелые бои. По другой информации, поселок уже был освобожден, а если не освобожден, то вот-вот будет. В любом случае, даже сам выход к поселку, это означает, что вся эта техника
что все леопарды и БМП Брэдли, которые были брошены в том бою на минном поле, уже наверняка были эвакуированы в тыл и если не уже отремонтированы, то находятся в ожидании ремонта. То есть основная масса из нее подлежит ремонту и восстановлению, что, кстати, подтвердил украинский боец с прозвищем Чех, участвующий в тех боях. В первом эпизоде, судя по фото и видео, не подлежит ремонту только одна БМП Брэдли, она сильно пострадала. Все остальные бронемашины нуждаются в ремонте ходовой, в том числе и танк Леопард-2А6. Он весь целенький, повреждена только ходовая была. Также известно, что в целом в наступлении на том участке фронта подорвался на мине еще один Леопард, только в этот раз версии 2А4. В дальнейшем он был успешно эвакуирован с поля боя в тыл, где ждал ремонта. Нужно сказать, что уже на следующий день он вернулся снова в строй. Вот этот танк в тылу в ожидании ремонта. Це вийшли з бою. А это он уже отремонтированный, уже с новыми катками, о чем и поделились информацией в рембригаде Вооруженных сил Украины. Вследствие имеющейся информации по рассмотренному боевому столкновению в результате украинского контрнаступления можно утверждать о том, что основной личный состав подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ, участвующий в наступлении под Малой Токмачкой, большинство военных не пострадало. Сначала их спасла качественная западная бронетехника, которая мало того, что защитила от мин, так еще и от легкого противотанкового и стрелкового оружия противника, а также против ПТРК. Также эта техника дала возможность безопасно эвакуироваться и отступить для перегруппировки и дальнейшего продолжения контрнаступления. При этом важно отметить высокий уровень подготовки подразделений Вооруженных сил Украины, военных украинских защитников, которые, несмотря на отсутствие необходимой техники и оснащения противоминными травами, смогли сохранить личный состав и вывести технику. А после перегруппировки продолжили наступление, которое привело к освобождению значительных территорий Украины от рашистского оккупанта, а также дали возможность вернуть под свой контроль утраченную ранее поврежденную технику и вооружение, часть из которой уже в составе основных сил после ремонта продолжили освобождение украинских земель от рашистов, а остальная техника после завершения ремонта вернется в строй. Но главное это то, что умения украинских солдат и западная техника дали возможность сохранить боеспособность подразделений ВСУ и главное сохранить жизни и здоровье украинских защитников. На этом наш видеообзор завершается. Слава Украине и всем ее защитникам. Украина победит, а враг будет повержен. Отдельная благодарность авторов всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк. Пишите комментарии, распространяйте видео в соцсетях. И до скорой встречи с новыми интересными и увлекательными видео. Спасибо за просмотр.